Полицейский был тяжело ранен при задержании преступников. В больнице врачи констатировали смерть, но тут собака заметила что-то странное. То, что произошло дальше, это проявление преданности, подобного которому вы еще никогда не видели. Сержант Алекс Мастерсон крепко сжимал руль своего полицейского автомобиля. Проблесковые маячки были включены, а сирена выла. Он преследовал преступников уже почти 15 минут. Они уклонялись от него в центре города, но теперь, когда они выехали на шоссе, шансы у полицейского увеличились. Он пристально посмотрел на внедорожник, а затем бросил быстрый взгляд в зеркало заднего вида на Чарли, сидящего на заднем сидении. Бельгийская овчарка сидела, выпрямившись с настороженными ушами и умными глазами, следящими за погоней. Внезапно внедорожник преступников резко свернул и вырвался вперед, а затем остановился на обочине. Преступники выскочили из машины и бросились в лес. Алекс пристально посмотрел Чарли в глаза и сказал: «Пока оставайся здесь». Затем он выпрыгнул из полицейской машины, достал оружие и направился к тому месту, где преступники вошли в лес. Они были где-то в чаще, но Алекс не мог увидеть никаких следов. Он осторожно продвигался глубже в лес. Неожиданно резкий удар повалил его на землю. Алекс понял, что его ударили по затылку чем-то тяжелым и что он теряет сознание. Последнее, что Алекс успел сделать, прежде чем все погрузилось во тьму, это нажать кнопку, которая открывала дверь машины и выпускала Чарли. Когда дверь открылась, Чарли бросился в лес. Его нос точно указал место. Среди деревьев. Он увидел Алекса, неподвижно лежащего на земле, а на нем сидел крупный мужчина. В руках у него был огромный нож, который он поднял, готовясь ударить полицейского. Чарли сбил преступника всем своим весом, отправив мужчину в полет. Преступник вскочил на ноги и выругался, говоря, что убьет и Алекса, и Чарли, а затем бросился на собаку. В одной руке он держал бревно, которое подобрал, а в другой был нож. Пес увернулся от замаха бревном, затем от взмаха ножом, а потом схватил мужчину за руку. Преступник закричал и попытался стряхнуть Чарли, но пес держался, используя силу своих мощных челюстей, чтобы усилить хватку. В конце концов преступник опустился на одно колено, уронил доску и начал наносить удары ножом по Чарли, но пес продолжал уворачиваться. При этом ему пришлось отпустить руку мужчины. Преступник воспользовался возможностью, чтобы вскочить на ноги и убежать в лес. Чарли развернулся и побежал прямо к Алексу. Он почувствовал, что его друг находится не в лучшем состоянии, и он был главным приоритетом. Позади. Чарли услышал голоса. Его нос по-прежнему улавливал все вокруг, и он побежал на звуки. Это была вторая полицейская машина, которая следила за погоней по рации и приехала на помощь. Двое офицеров узнали Чарли и последовали за ним к Алексу. Когда они его нашли, он был без сознания и в плачевном состоянии. Как только они попали в больницу, ситуация выглядела не очень хорошо. Врачи назначили целый ряд анализов и немедленно начали работать над пациентом. Чарли поехал в участок с одним из других офицеров, но он провел всю ночь беспокойно, бегая туда-сюда и скуля. Когда наступило утро, он уже ждал у машины, когда напарник Алекса вышел из участка. У Чарли была только одна мысль: как можно быстрее добраться до Алекса. Доктор поделился тревожными новостями. Алекс получил серьезный перелом черепа от удара по затылку, а также кровоизлияние в мозг. Он находился в коме, и только время покажет, поправится ли он когда-нибудь. Чарли не разрешили зайти в реанимацию, его оставили лежать у входа в приемную палату. Когда напарник Алекса снова вышел, Чарли с тревогой огляделся в поисках хозяина, но его нигде не было. Пес наклонил голову и посмотрел на коллегу Алекса, как бы спрашивая, где его хозяин. Офицер покачал головой и открыл дверь патрульной машины, чтобы Чарли мог забраться на заднее сиденье. Чарли последовал за ним с опущенным хвостом, как будто он почувствовал, что происходит. Через 3 месяца было принято решение отправить Алекса домой. Он все еще был в коме, но все надеялись, что пребывание в привычной обстановке поможет ему очнуться. Был организован круглосуточный уход, и весь участок сопровождал машину скорой помощи к дому. Чарли нашел место рядом с кроватью Алекса и не отходил от него ни на шаг. Было около 5 часов утра, когда Чарли впервые заметил, что что-то изменилось. Пес не был уверен, что именно, но что-то происходило с его хозяином. Он вылетел из комнаты и поскребся в дверь, где спала сиделка. Она проснулась от шума и неохотно последовала за Чарли. Зрелище, которое предстало перед ними, вызвало у нее слезы.
Глаза Алекса были открыты, и они были сфокусированы. Он сначала посмотрел на Чарли. «Привет, мальчик», — сказал он. Его рука была слабой, но он опустил ее, чтобы погладить голову пса. В течение следующих нескольких месяцев восстановление Алекса было медленным и тяжелым. Однажды ночью Алекс попытался встать с кровати, чтобы пойти в ванную. Чарли сразу проснулся и был готов последовать за ним, но чуткий пес заметил что-то странное. Чарли наклонил голову и внимательно посмотрел на Алекса. Его друг уже стоял на ногах, но был очень неустойчив. В следующий момент лицо Алекса исказилось от боли, он стиснул зубы, а глаза покраснели. Чарли ринулся к спальне сиделки. Он скребся, лаял и рычал, пока внутри не послышалось движение, а затем побежал обратно к Алексу. К этому времени мужчина упал, его тело все еще судорожно дергалось, а из уголков рта стекала тонкая пена. Сиделка вошла в комнату и взяла ситуацию под контроль. Она подложила подушку под голову, чтобы поддержать шею, и осторожно перевернула его на бок. Она проверила пульс и дыхание, а затем позвонила в больницу. Когда врач прибыл, он осмотрел Алекса, а затем покачал головой. Он повернулся и быстро заговорил с сиделкой. В комнате воцарилась общая печаль. Они разговаривали и вели себя так, как если бы Алекс был мертв. Чарли видел это много раз во время службы. Люди ведут себя так, когда кто-то умирает. Но Чарли никак не мог этого понять. Доктор считал, что Алекс мертв, но Чарли знал, что это не так. Когда принесли носилки, чтобы унести безжизненное тело Алекса, Чарли перешел в полный боевой режим. Он встал над хозяином, поставив лапы по обе стороны, затем обнажил зубы и угрожающе рычал каждый раз, когда кто-то пытался приблизиться. Так продолжалось более часа. Доктор позвонил в полицейский участок. Он хотел, чтобы они прислали кого-нибудь забрать собаку, чтобы они смогли убрать тело Алекса. Один из офицеров прибыл на место происшествия. Увидев Чарли, стоящего над безжизненным телом Алекса, он посмотрел в пол. Он сказал доктору, что это будет не так просто, как кажется. Алекс и Чарли были товарищами на протяжении 7 лет, у них была практически нерушимая связь. Чарли наблюдал за всем этим. Как-то он должен был заставить их понять, что они не правы. Алекс не умер, пес чувствовал это. Доктор сказал, что у Алекса нет пульса и дыхания, и ничего не вернет его к жизни. Но пока он говорил, Алекс начал кашлять. Чарли отошел в сторону, но продолжал бдительно следить за доктором и офицером. На следующее утро доктор был на телевидении и рассказывал, что стал свидетелем редкого явления, называемого эффектом Лазаря. Алекс казался мертвым, но это был просто результат тяжелого эпилептического приступа, произошедшего из-за травмы головы. Собака с самого начала знала, что Алекс жив. Мужчина поправился, а его верный спутник был рядом. Алекс знал, что Чарли всегда прикроет ему спину. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.